Учение катаров распространилось по всей Европе, поэтому отчаявшийся уговорить катаров Папа Римский Иннокентий III в 1209 году объявил против них крестовый поход. В итоге длительные войны были уничтожены тысячи человек, книги катаров сожгли. Однако учение катаров не исчезло полностью и впоследствии привело к возникновению движения протестантов, гугенотов, создавших в Европе третью христианскую церковь. Первая – католическая западная, вторая – православная восточная и третья – протестантская. Основной интерес к катарам связан с особенностью их духовных практик. Дело в том, что христианский пантеон богов заменили святые, некие праведные люди. Однако какой-либо школы или системы специальных духовных практик, которые бы позволили обычному христианину стать святым, обрести качество Бога, сформулированы не были. По сути, именно катары сформулировали принципы жизни, которые позволяли обычным христианам стать святыми. Процедура канонизации, объявления святым, принятая церковью, устроена таким образом, чтобы священникам не приходилось иметь дело с живыми святыми. Канонизация проводится через 300 лет после смерти. Феномен катаров состоял в том, что они оказались святее Папы Римского и открыто начали высказывать свое мнение о священниках и церкви, превратившейся из духовной школы в социальный институт. Дело в том, что Иисус Христос был духовным наставником одной из сект ессеев. В то время в Иудее существовало два основных духовных течения – ессеи, внутренняя школа эзотерическая, и фарисеи, внешняя школа экзотерическая. В основании иудаизма, монотеистической религии, от которой произошли христианство и ислам, лежит текст Торы, священной книги евреев. Она представляет собой компиляцию ряда текстов различных авторов, первым из которых был Моисей, создал книгу Бытия около 8 века до нашей эры. С тех пор для всех последователей иудаизма этот текст имеет статус священного. Разделение на два течения произошло с формированием каббалистической магической традиции. Однако первая каббалистическая книга Сефер Яцира, содержащая описание дерева сефирот и алфавита, иврит, приписывается Аврааму, примерно 14 век до нашей эры. Сефер Яцира появилась задолго до Торы, которая уже была записана буквами этого алфавита. То есть традиция каббалистов, каббала, получение, гораздо древнее традиции фарисеев, книжников, основанные на буквальном изучении Торы. Таким образом, можно связать каббалистическую традицию, возникшую до появления Торы, с учением, наукой асуров, атлантов.